Приветствую! Давненько не виделись. Для тех, кто забыл или не знал, меня зовут Ромка, и периодически я делаю видеоигры. А еще я люблю посмотреть контент после ютубе в дискордике. И спустя столько обзоров и фактов по этой великолепной, прекрасной, непревзойденной франшизе меня ошеломила несостоятельность дорогих инфлюенсеров проводить базовую проверку информации, о которой они говорят. Поэтому только сегодня, только сейчас я расскажу вам факты последние путика, подкрепленные ссылками, которые вы можете найти в описании. Потопали! Скорее всего, для кого уже не секрет, но Шон не является автором модели телепузиков. Их сделал человек под ником Легит для CS Source в 2008 году. Хоть и его страница на Game Banana сейчас пуста, модификацию все еще можно скачать на ModDB. Ambient ST1 на самом деле является замедленным криком младших братьев Шона с накинутым поверх ревербом. Существует альфа-версия первого Санитубиса, которая была выложена только на форуме Eclipse 14 ноября 2013 года. В ней нету меню, нельзя бегать или приседать, и кустарды не подбираются к касаниям, а у Тинки обычное лицо, пока он не начинает кричать. Прям как в трейлере. Шон официально выпускал исходный код ST1V1 в 2013 году. Ночное видение появилось еще в ST1 и распространялось в качестве мода. Получается, Шон опередил Outlast, используя ночное видение в хорроре почти на год. Все модельки монстров в ST2, не считая ньюборнов, были взяты из пака моделек за авторством Bond 1 для движка FPS Creator. Даже модель Рика Эсли была сделана этим человеком, но при портировании модели в Unity Шон сломал анимацию и его руки выкручиваются в другую сторону. Монстры в ST2 умеют говорить. Но только в версиях до 2.0, потому что эта фишка была успешно проебана после 1.5, как и заряд камеры. Так что получается, что версия, которая висит в данный момент на сайте ZeoWorks, является самой обрезанной итерацией ST2. Вообще, если вы хотите лучший опыт от ST2, в описании есть ссылка на версию 1.5. В ней монстры говорят, и у камеры заряд ограниченный, и даже мультиплеер можно восстановить за пару кликов. А также в Versus есть консоль разработчика. Не уходя далеко от консоли, она позволяет заспавнить или поиграть за аниматроников из первого FNAF, а также зайти на карту Sandbox, которая состоит из террейна с несколькими материалами и двух ньюборнов, стоящих на нем. В день релиза ST3 режим кампании был непроходим из-за того, что триггер выхода из Secret Lair не работал. В версии мультиплеера 1.17 фонарик стал рукопашным оружием, и им можно было убить монстра в Версусе. Игра на этом не заканчивалась, и игрок, который играл за монстра, просто возрождался через пару секунд на одном из спанпоинтов. Моделька головы телепуза в третьей части была взята из хэллоуинского пака карт для Neverwinter Nights 2. Более того, у этой модельки изначально было тело, но Шону оно не понравилось, и он решил сделать амальгаму из двух разных моделек. А потом он передумал, криво перекрасил ее под текстуры шерсти из ST3, написав, что он пытался, и закинул ее в конце видео на десятилетие франшизы. Фан-факт: создатель мода и по совместительству моделек не знал о том, что их используя в ST3. До этого он брал модельки с разрешения авторов или покупал на соответствующих площадках. Получается, это, наверное, единственная моделька, которую Шон взял без разрешения. Но справедливости ради, для Beer Project и ST Worlds он заказывает модельки. Факт. Народные умельцы залили модельки из хэллоуинского пака в гемодовский воркшоп. Босс-файты в конце кампании были созданы под впечатлением от прохождения Шоном Metal Gear Rising Revengeance. Заставляет задуматься, каким мог бы получиться ST3, если Шон не решил понамешивать в него охапку слабо связанных элементов. В ST3 канонично существуют два разных дипси – болотный и безголовый. Болотный появился из головы, которая после того, как каким-то образом оказалась на болотах, хотя судя с того, что тут можно найти мяч Ляли, это место находится недалеко от долины, отрастила себе тело и обрела рептилиеподобную форму, и это должно было быть рассказано в Apocalypse DLC. Изначально у Стража не было антенны, а ее появление в печальной концовке является мутацией, и причиной пропажи шляпы Дипси является его комплекс неполноценности из-за отсутствия Энной. Дроид, которого ГГ встречает в горах, изначально должен был стать спутником, но из-за нехватки времени от этого в релизе остался только вариант в диалоге, который ни на что не влияет. Про это Шон написал под видео ютубера Sournail.
Так как в подробности он не вдавался, о роли дроида в дальнейшем сюжете можно только спекулировать. Что же, полагаю, что на сегодня это все факты, о которых я знал и хотел рассказать. Спасибо вам за просмотр и надеюсь, что вам было хотя бы маломальски интересно. Это мой первый ролик такого формата, да и полноценный ролик в принципе. И что-то подобное я сделаю еще не скоро. Всего хорошего и бай-бай!